На самом деле, прямо сейчас у тебя на экране находится десятка лучших криптовалют по рыночной капитализации. Ты можешь видеть, что большинство из них находится в минусе, по крайней мере незначительно. И вот здесь XRP вырос почти на 6% за последние 24 часа, продолжая регулярно выделяться с точки зрения ценовых колебаний. Послушай, давай будем реалистами. Все знают, что XRP вот-вот взлетит до небес. Если мы получим положительное решение судьи Ториса по делу с X-Ripple, я думаю, все поверят в то, что это весьма вероятно. Но даже за пределами этого интересно наблюдать, как вокруг XRP царит столько предвкушения и ажиотажа. Он просто продолжает демонстрировать такие аттракционы, которых просто нет у других топовых криптовалют. На самом деле, прежде чем мы начнем копать глубже, ознакомьтесь вот с этим. Позволь мне дать тебе небольшое представление о заголовках газет, потому что мне даже не нужно читать статьи. Я просто хочу поделиться с тобой некоторыми положительными заголовками XRP, потому что я уже около 2 лет не видел таких положительных заголовков XRP. В последний раз мы видели это в тот момент, когда XRP переживал ралли во время мега-рынка лампочек 2021 года. Так вот, даже если бы вы утверждали, что мы уже достигли дна этого рынка, я думаю, что так оно и есть. Так что давай предположим, что сейчас мы находимся на бычьей территории. Мы еще не находимся на бушующем бычьем рынке. И все же мы снова видим подобные заголовки в газетах. Зацени вот это. Это из Beatles Crypto. Что будет означать победа Ripple в длительном судебном процессе SEC для крипторынков? Вот заголовок новости BTC, в которой вас не застукали бы врасплох, написав что-нибудь позитивное о XRP несколько лет назад. Вот их заголовок. Цена XRP может составить 50 центов, если она продолжит торговаться выше этого уровня. В каком же перевернутом мире мы живем, когда в новостях BTC появляется такой заголовок? Я не жалуюсь, но вау. А вот и еще одна новость от CoinGeek XRP News. XRP превосходит биткоин, киты эфириума двигаются на 383 миллиона XRP. Вот один из них. Вот это сообщение из отдела новостей криптоиндустрии. Мы прогнозируем цену XRP по мере того, как XRP становится одним из самых высокоэффективных активов на рынке. Неужели киты покупают предупреждение о спойлере? Ответ на этот вопрос – да, фирма. Да. В последние дни я как раз освещал этот вопрос. Вот еще один заголовок в газете. На этот раз речь идет о криптовалютах марки А и Б. Неужели киты XRP собираются вместе для победы, поскольку президент Ripple излучает уверенность в себе? Повторяю еще раз, ответ будет утвердительным. Вот один из примеров из CoinPedio. На фоне судебного процесса Ripple против SEC киты XRP отправляются за покупками. Вот один из примеров из Crypto Globe. Криптоаналитики прогнозируют, что цена XRP вырастет более чем на 30% по мере роста крипторынков. А вот и один из них из инвестиционной гавани. Взрывная настройка графика XRP готова вот-вот взорваться. Вот один из них для тебя. Я думал, что со мной все кончено, не так ли? Вот и все новости с буквой Z в конце. Новости по XRP показывают высокую вероятность того, что Ripple выйдет на первое место, говорит аналитик. И вот небольшая подборка. Хотите верьте, хотите нет, некоторых заголовков, которые появились вчера или сегодня. Так что давай разберемся в том, что же происходит. Я хочу поделиться с тобой некоторыми взглядами нескольких отдельных людей, а также некоторыми важными новостями с точки зрения, скажем так, перехода участников унаследованной финансовой системы на криптографию. Это биржа NASDAQ. Биржа NASDAQ переходит на криптографию. Прямо сейчас. В прошлом году у нас появились новости о том, что компания NASDAQ заявила: «Эй, мы собираемся кое-что предпринять». В принципе, в будущем нам нужно будет объявить еще о чем-то подобном, но мы знали, что они готовы вмешаться. Да, они официально приступят к работе в этом году в кратчайшие сроки, очень-очень-очень скоро. Биржа NASDAQ занимает 2-е место по величине в мире на всей планете. Они активно переходят на криптовалюту. Я расскажу тебе о деталях, но прежде чем поделиться какими-либо дополнительными мыслями, я действительно хочу прояснить, что у меня нет никакого финансового образования. Я не даю финансовых советов, и тебе определенно не следует ничего покупать или продавать, потому что все, что я говорю, является правильным. Я просто энтузиаст, которому нравится снимать видео на YouTube на темы, связанные с криптографией, но просто в качестве хобби и просто ради удовольствия. Так что я записываю это видео. Курс XRP вырос, как я уже сказал, до 45 центов. Курс биткоина составляет 27 702 доллара, так что он практически не изменился. У тебя рыночная капитализация по классу активов составляет 1,17 триллиона долларов. Доминирование биткоина по-прежнему примерно на том же уровне, на котором оно было в последние дни, 45,65%. Индекс криптостраха 64 из 100. Так что, несмотря на то, что в последние дни мы все равно оставались на прежнем уровне или даже немного снизились за пределами XRP, люди чувствуют себя чертовски хорошо на самом деле. А теперь взгляни внимательно на эту историю. Аналитик Daily Huddle предсказывает, что конкурент Ethereum взорвется более чем на 90%, обновив прогноз по XRP Cardano и Solon. Я просто собираюсь сосредоточиться здесь на части XRP, но аналитиков здесь так много. Я просто чувствую, что по общему признанию вступление, возможно, было немного излишним, но я просто пытаюсь донести до вас суть дела. Обычно это совсем не то, что вы видите. Как будто я говорю вам, ребята, что веду этот канал на YouTube. Я каждый божий день просматриваю смехотворное количество источников криптоновостей. Я говорю тебе, что это ненормально. Это очень позитивно. Это действительно позитивно. И поэтому я тоже мог бы излишне делиться ожиданиями аналитиков. Но посмотрите, что хочет сказать этот человек. Таким образом, темп выглядит следующим образом.
ведущий криптоаналитик намечает дальнейший путь для 4 криптоактивов, которые стали свидетелями бычьего ценового движения за последние 7 дней. На новой стратегической сессии аналитик под псевдонимом Крет рассказывает своим подписчикам на YouTube 49,2, что XRP может стать свидетелем продолжения бычьего роста до тех пор, пока он находится выше предыдущего сопротивления на уровне $41. Это всего лишь центы. И, конечно же, еще раз повторяю, поскольку я все равно записываю это, так оно и есть на самом деле. Цена составляет $0.45. Всего 5 центов. А вот и цитата. Если этот прорыв продолжится и XRP начнет стирать свечи с тренда, то он просто исчезнет и как бы восстановит продажи в течение недель за гораздо меньшее количество недель. Если это так, то я думаю, что самый большой магнит, если хотите, или более четкий уровень цены, составляет примерно от 50 до 60 центов. Так вот, имейте в виду, ребята, что без положительного завершения дела SEC против Ripple в отношении ясности для XRP даже без этого можно предположить, что в краткосрочной перспективе мы действительно могли бы это увидеть. И это не единственная вещь, которая, как XRP, продолжает расти, и дело не в том, что она буквально растет по прямой линии. Но с точки зрения возможностей, если вы посмотрите на десятку лучших криптосистем, которые вообще говоря воспринимаются, ничто не является безрисковым, когда дело доходит до инвестирования, уж точно не в криптографии. Но в общем смысле, я думаю, большинство людей согласятся с тем, что концептуально те криптовалюты, которые имеют большую капитализацию, особенно входящие в первую десятку, считаются более безопасными, не так ли? Я думаю, что это справедливое утверждение. По общему признанию, криптография – это рискованное занятие, несмотря ни на что. Но в рамках этого класса активов, отличающегося нелепостью и рискованностью, что является наименее рискованным. В частности, она входит в десятку лучших криптосистем мира. А XRP всегда входила в десятку лучших криптосистем по рыночной капитализации. В настоящее время она занимает 6-е место. И да, у тебя впереди еще пара стабильных монет. Если бы ты их вытащил, то на самом деле она заняла бы 4-е место по рыночной капитализации, несмотря на то, что ее цена занижена. Но причина, по которой я хотел упомянуть об этом, заключается в том, что рыночная капитализация биткоина прямо сейчас составляет $535 миллиардов. Рыночная капитализация S составляет $215 миллиардов. Рыночная капитализация XRP составляет $23 миллиарда. Причина, по которой я хотел поделиться этим, заключается в том, что это просто дружеское напоминание. Особенно учитывая, что это стоит того, чтобы посетить это место, где многие люди ожидают какого-то взрывного роста цен. В XRP гораздо меньше денег по сравнению с биткоином и эфиром, что открывает новые возможности. Для получения огромного мультипликативного эффекта по сравнению с этим не требуется большого притока денег. Точно так же, как если бы вы инвестировали в монету с малой капитализацией и она взлетела. Вы получите гораздо больший коэффициент мультипликатора, чем в любой монете с большой капитализацией, включая XRP. Но здесь есть огромные компромиссы, в том числе связанные с риском. Неужели это из-за того, что ты тянешь за ковер? Есть ли в коде дыра, которая приведет к тому, что весь этот проект будет эффективно удален? Знаете ли, с точки зрения людей, решивших больше не участвовать, ситуация обнуляется или что-то в этом роде может произойти с монетами малой капитализации? Хотя я признаю, что вы могли бы получить большую отдачу, чем практически любая крупная капитализация на планете. Неужели именно такой профиль риска тебе нужен? Что касается меня, то мой ответ будет отрицательным, за редким исключением. Но с точки зрения того, что даже монеты с большой капитализацией появились так рано в классе криптоактивов, я знаю, что с тех пор прошло уже около 14 лет. Может показаться, что это очень много значит. Для этого еще очень рано. В классе криптоактивов почти нет денег, поэтому у вас все еще есть такая возможность при инвестировании в определенные монеты с большой капитализацией, даже в первой десятке. Там так мало денег, что вы все равно можете достичь богатства, которое изменит вашу жизнь. А теперь, если ты перенесешься на десятилетия вперед, особенно на 2 десятилетия вперед, то, скорее всего, ни одна монета из первой десятки никогда не изменит твою жизнь так, чтобы ты рискнул сделать такое предположение. Но только взгляните на это, потому что мы знаем, что исторически сложилось так, что XRP и S до всей этой ерунды с SEC действительно боролись за то, чтобы занять 2-е место. Ну а кроме того, если бы этого не произошло, тебе не кажется, что это все еще могло бы иметь место? Разве это не означало бы, что мы все равно будем бороться за это взад и вперед между 2 и 3 точками? По сути дела, разве они не должны были бы двигаться туда-сюда? Вот эта диаграмма, которой поделился член сообщества XRP Леонидас. А вот диаграмма с заголовком «Основные криптоактивы в процентах от общей рыночной капитализации», диаграмма доминирования биткоина. И он написал следующее. Исторически XRP колеблется от 25 до 100% рыночной капитализации S. В настоящее время, даже после недавнего запуска, XRP находится на одной из самых низких отметок по сравнению с S – 10,5% рыночной капитализации S. Друзья, подумайте вот о чем. Как правило, при нормальных обстоятельствах было бы разумно ожидать, что S и XRP будут иметь одинаковую рыночную капитализацию. XRP, вероятно, будет стоить намного больше, чем сейчас. Даже если бы она оставалась на прежнем уровне и занимала 3-е место по рыночной капитализации, все в порядке. Но при этом у нее было бы всего 10,5% рыночной капитализации S. Видишь ли, для меня это открывает новые возможности. Так что да, нам приходилось мириться с сумасшедшими ситуациями, связанными с XRP,
особенно в течение последних 2 с лишним лет, когда происходила вся эта чушь. Но если мы получим правильное решение, то пойдем и добьемся своего. Так или иначе, именно такова моя позиция. А пока я просто хотел бы вкратце упомянуть об этом бывшем капитане криптокомпании, он здесь очень сильно накаляется. Аналитик графиков, бывший капо криптокомпании со своими 732 подписчиками. Он был безостановочным медведем. И если он прав, значит он прав. Я просто отдам ему должное, если он прав, но медведи безостановочные. И как только цены действительно начали расти, возможно, это было ближе к концу января, даже он просто вышел из игры. Он просто делал посты по нескольку раз в день, а потом просто ушел, когда цены начали расти. А потом он начал замечать, что цены то снижаются, то немного стабилизируются. А потом он вернулся с этим твитом в своем твиттере. Он говорит, что чем дольше продлится ралли медвежьего рынка, тем более агрессивным будет падение в ближайшее время. Хорошо, он все еще звонит по телефону, по своему предыдущему звонку, похоже, он все еще призывает к этому в любом случае. Биткоин стоит $12 с нулевым результатом. А теперь, если у нас будет событие «Черный лебедь», все будет в порядке, потому что, смотри, он был прав. И я уже упоминал об этом раньше. Он был прав, когда у нас случился тот обвал в мае. Я не могу точно вспомнить уровень цен, потому что прошло так много времени, но он призывал к тому, чтобы биткоин поднялся до определенного уровня, и так много людей говорят: ты сошел с ума. Мы не собираемся опускаться так низко. Но потом так оно и случилось. Но в этом был какой-то катализатор, к которому он вовсе не призывал. И вот он попал в цель, потому что произошло событие «Черный лебедь», и тогда он все равно взял на себя ответственность за это. И вот тогда-то Тара Лунда и рухнула, и все это началось с заражения. Так что если ему снова случится попасть прямо на мероприятие «Черный лебедь», я просто буду делать что-то вроде пальминга по лицу. Клянусь богом. А теперь, если он окажется прямо за пределами этого, я разразлюсь небольшими аплодисментами. Но мне кажется, что я просто не вижу, чтобы он был прав. В этом нет никакого смысла. Тебе даже не обязательно быть аналитиком. Если вы просто посмотрите на другие показатели, в том числе на показатели цепочки. Вам не нужно быть волшебником, чтобы понять, что это не то, что наиболее вероятно на данный момент. Дело не в том, что я не рассматриваю ничего невозможного, но послушай, я проглочу свои слова, если проглочу свои слова. Но я просто потрясен тем, что он до сих пор остается в таком положении. Уже почти апрель, черт побери. Как будто мы должны были достичь отметки в $12 с нулевым показателем давным-давно, но до сих пор этого не сделали. Так оно и есть на самом деле. А затем, тем временем, происходят всевозможные невероятные усыновления, которые, как я понимаю, волнуют людей. Некоторые люди испытывают потрясение на рынке. Во всяком случае, некоторые люди уже были потрясены на рынке всеми этими страшными репрессиями в отношении криптовалют, того и этого. Будет ли она продолжать существовать и дальше? Ответ на этот вопрос – да, так оно и будет продолжаться. На самом деле компания Legacy Finance активно участвует в этом процессе. Итак, у тебя есть биржа NASDAQ, как я уже сказал в начале видео, вторая по величине криптобиржа в мире, или не криптобиржа, а просто обычная биржа на всей планете. Она просто гигантская. И к тому же они сразу же попадают под стражу за криптографию. Посмотрите на этот заголовок в газете Daily Hodl. Владелец крупнейшей американской фондовой биржи планирует запустить услуги по хранению криптографических данных к июньскому отчету. Материнская компания крупной американской фондовой биржи, как сообщается, планирует запустить услуги по хранению криптографических данных к июню. Согласно новому отчету Bank Bloomberg, NASDAQ Inc., владелец нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ ожидает, что его услуги по хранению криптовалют будут доступны к концу второго квартала. Ребята, а что же будет в конце второго квартала? Мы вот-вот должны будем сделать. Так что к концу второго квартала у вас будет вторая по величине биржа в мире, занимающаяся хранением криптовалют, поскольку все это будет жестко пресекаться. Но разве это не забавно, что все стартапы и все, кто был здесь с самого начала, просто зарабатывают деньги, передавая друг другу миллиарды и миллиарды долларов как биржи? Теперь они все просто находятся под прицелом, на них нападают различные правительственные учреждения, а к тому же у тебя все еще есть средства на финансирование наследия. Как будто мы тоже собираемся провести подготовительную работу. Да, хорошо. Ну, это почти похоже на то, о чем говорил адвокат Джон Дитон. Ну вы знаете атаковать, ну вы знаете все стартапы, людей, которые были здесь некоторое время. А затем позволить сотрудникам, занимающимся финансированием наследия, прийти и просто получить свою долю, получить свой кусок пирога. Разве это не забавно, как это работает? Но в любом случае суть в том, что меня ни черта не выбивает из колеи. Я собираюсь продолжать держаться до конца, чтобы не случилось с точки зрения ценового движения. Когда дело доходит до инвестирования, я придерживаюсь очень долгосрочных взглядов. Я думаю, что на данный момент это совершенно ясно. Но это будет становиться все больше и больше, ты знаешь, и тогда все в порядке, даже если они начнут конкретно с биткоина и, по-видимому, с хорошо. Но что произойдет, когда XRP обретет ясность и станет одной из крупнейших криптовалют на всей планете по рыночной капитализации? Ты же не думаешь, что учреждение получит хоть маленький кусочек от этого маленького сладкого действия XRP? Я так и думаю. Это будет похоже на сладкий нектар. Как бы то ни было, мир продолжается. Айра Ауэрбах, глава отдела цифровых активов NASDAQ, сказал в интервью агентству Bloomberg, что в настоящее время фирма находится в процессе получения согласия регулятора
регулирующих органов и создание необходимой инфраструктуры, необходимой для запуска. Арбах также говорит, что предложение услуг по хранению биткоина и эфириума, двух крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации, станет первым шагом компании на пути к созданию набора услуг, ориентированных на криптографию. Я полностью поддерживаю это предложение. Так уж случилось, что я владею ими обоими и владею ими обоими с ноября 2017 года. Не удивлюсь, если XRP, как я уже говорил 2 года назад, получит от этого часть прибыли. Но в любом случае криптопирог будет становиться все больше и больше, все больше и больше и больше. Просто сейчас у нас неспокойное время, потому что еще только начало. И если бы речь шла о каком-либо другом внедрении какой-либо другой технологии, то не обязательно потребовалось бы 14 лет, чтобы дойти хотя бы до этого момента. Но то, что здесь произошло, не забывайте о том, что это было событие, связанное с розничной торговлей в истории человечества. Ничего подобного еще никогда не случалось. Так что перед вами просто обычные люди, которые настаивают на внедрении биткоина больше, чем были созданы другие монеты. А затем у вас состоялся ваш первый обмен в самые ранние дни. И обычно то, что вы видели, подобно тому, как вы наблюдали бум и крах доткомов, вы видели на институциональном уровне, как большие деньги выходят прямо за ворота. Так что из-за этого ситуация и так была очень серьезной. В этом случае у тебя ничего подобного не было. Так что, конечно же, на это уйдет больше времени. Конечно же, прошло уже 14 лет. И мне все еще кажется, что мы находимся в самом начале пути, потому что по сравнению с нами так оно и есть. Потому что обычные люди настаивали на этом в течение многих лет, и никто в это не верил, так что многие люди в это не верили. Должно было пройти достаточно времени, чтобы люди подумали, знаешь что, я думаю, что это никуда не денется. А потом проходит еще больше времени, и все больше людей говорят, знаешь что, я думаю, ты прав. С тех пор прошло еще пару лет. Все это действительно происходит до сих пор. Это никуда не денется и никогда не исчезнет. И вот сейчас мы подошли к тому моменту, когда биржа NASDAQ переходит на долбаную криптографию. Ты можешь себе представить, как это будет выглядеть еще через полдесятилетия или 10 лет? Какое прекрасное время для того, чтобы заняться криптографией. Это просто невероятно. Так что просто не прислушивайся к сценариям судного дня. Я просто думаю, что все это полная чушь. Я имею в виду, потому что даже если ты получишь ужасные решения по поводу XRP, все равно есть Верховный суд. И все равно есть остальной мир, который, знаете ли, независимо от того, что скажет Верховный суд, даже если вам все еще нравится XRP, это никуда не денется. Так что это будет просто потрясающе. Я повторяю это уже более полувека подряд. Я буду повторять это и впредь. Примерно в течение следующих 10 лет класс активов, который обеспечит наилучшую доходность, это класс криптоактивов на ближайшие 10 лет. Я говорил то же самое в точности более полувека назад, и это до сих пор остается правдой. Я по-прежнему твердо верю, что это правда. Время просто идет вперед, но я говорю то же самое, потому что это все еще правда. И к тому же это дружеское напоминание о том, что нужно сделать. Это было сделано в августе прошлого года, но от CoinDesk BlackRock, чтобы предложить криптовалюту для институциональных инвесторов через Coinbase Prime. Просто в качестве дружеского напоминания, поскольку мы говорим о финансировании меганаследия, это крупнейшие управляющие активами на планете. Активы, под управлением которого составляют 8 триллионов долларов или 10 триллионов долларов, независимо от того, что это такое сегодня. И к тому же они работают в криптографии. Они объявили обо всем этом примерно полгода назад, но как бы там ни было на самом деле, говорить об этом нужно было еще раньше. Так что они сразу же включились в работу и по сути копируют биткоин траст компании Grayscale и занимаются другими вещами, работая с Coinbase. Дело просто в том количестве денег, которое в конечном счете поступит в результате всего этого, это просто ошеломит вас. Именно для этого мы и собрались здесь. Это по-прежнему остается правдой. Даже в 2023 году мы все еще занимаем первое место и все еще ждем, когда организации институционального уровня из сферы унаследованных финансов вмешаются и получат свою долю. Мы все еще потихоньку наблюдаем, как это происходит. На это уходит так много времени. Опять же, если бы это произошло в 2009 году, когда был запущен биткоин, то, конечно, у нас, вероятно, была бы рыночная капитализация этого класса активов более 100 триллионов долларов. Вместо этого она составляет чуть более 1 триллиона долларов, потому что учреждение еще не появилось самых больших денег. Это означает, что перед ним открываются новые возможности. Мне очень нравится быть здесь. Это просто фантастика. Я надеюсь, что вы, ребята, тоже весело проводите время. Я не являюсь финансовым консультантом. Ты не должен покупать себе ничего из-за того, что я говорю или на что я прав. Это была бы очень-очень-очень плохая идея.